Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, как связать вот такую манишку спицами. Связана она на мужчину, на планке, вот таким узором. Вот такой шовчик сделан, типа кетлевки. Я вам покажу, как его делать. Значит, этот узор типа кетлевки проходит по всей манишке. Вот, манишку я сделала с закругленным низом таким. Можно вязать другим видом, то есть более удлиненным. Значит, воротник сам и низ манишки обвязала айшнуром. Осталось сюда только пришить липучки. Манишка у меня будет на липучке. В этом видео я вам еще раз покажу, как делать расчеты для реглана, связанного сверху, причем при наличии планки. Для начала, как всегда, мы с вами свяжем образец. Вот я набрала 25 петель. И этим 25 петлям у меня соответствует 8 сантиметров. Вот, 25 петель. Это 8 сантиметров. Теперь замеряем окружность шеи. Либо берем параметры на воротнике сорочки, бывает, что указывают, но я буду вязать на окружность шеи для мужчины 40 сантиметров. И вот нам нужно узнать, сколько петель нужно набрать для 40 сантиметров. Мы 25 умножаем на 40. 25 умножаем на 40 и делим на 8. И получаем 125 петель. Я вот здесь буду пониже рисовать, потому что еще одна схема нужна будет. Рисуем окружность. Это наша окружность 40 сантиметров или 125 петель. Всю окружность делим вот таким образом. Здесь у нас спинка, вот эта часть, спинка. Здесь у нас перед. И здесь у нас плечо. Я на линии реглана, вот линии реглана у меня, буду давать по одной петле. Из всего количества петель, вот у нас их 125, я должна вычесть петли реглана. Получается 121 петля. У кого другое количество петель, значит вы вычитаете общую сумму этих петель. Дальше. Оставшиеся петли 121 мы делим на 3 части.
121 делим на 3. Получаем 40 и плюс 1 в остатке петля. То есть на спинку мы даем 40 петель. Наперед даем тоже 40 петель. И на 2 рукава 40 петель. То есть по 20 петель на каждый рукав. На плечо. Дальше. У нас 1 петля в остатке. Если вы вяжете на мужчину, то эту петлю плюсуете к спинке, потому что у мужчин спинка шире. Если на женщину, то наперед плюсуете, так как за счет груди грудь шире. Значит, если для женщины, то плюсуете к переду, если для мужчины к спинке. Поскольку я вяжу на мужчину, я буду плюсовать к спинке. Дальше. Для плеча 20 петель много, когда вяжешь реглан. Для меня, по крайней мере, это много. Поэтому я от каждого плеча отнимаю по 10 петель. 10 петель переношу на спинку. И со второго плеча тоже отнимаю 10 петель и переношу к переду. Плюсую к переду. Значит, в итоге на спинку у нас идет 51 петля, а наперед 50. И на плечи получается по 10 петель. И еще я буду вязать эту манишку с планкой. На планку я буду давать 10 петель. То есть вот здесь у меня будет 5 и здесь 5. И теперь мы найдем, сколько у нас петель пойдет на каждую полочку. Мы весь перед, вот у нас тут 50 петель, делим на 2. Получаем по 25 петель на каждую полочку, если бы у нас не было планки. То есть вот от центра планки до линии реглана и сюда тоже по 25 петель. Но у нас 5 петель, половина планки, находится тоже здесь впереди. Поэтому мы от 25 отнимаем половину планки, то есть 5 петель. И получаем 20 петель. Вот эти 20 петель идут на полочку до планки. 20 петель. Но такую же планку мы должны связать еще дополнительно. То есть они должны накладываться одна на другую. Поэтому этот расчет остается, но к общему количеству петель мы должны добавить еще 10 петель на вторую планку. И в общем итоге мы должны набрать 135 петель. Теперь мы это все нарисуем в разложенном виде, то есть в развернутом. Вот давайте будем смотреть. Значит, 10 петель. Вот теперь уже вы считаете целые 10 петель. Вот эти. Вот. 10 петель. Так, видно? 10 петель это планка.
планка. Вот она. Затем у нас идет полочка, 20 петель. 20 петель – это полочка. Затем идет линия реглана. Вот она у нас тут. Одна петля. Давайте ее вот здесь нарисую. Одна петля. Затем у нас идет плечо. На плечо у нас осталось 10 петель. Плечо. После плеча идет линия реглана. Одна петля. Затем идет спинка, 51 петля. 51 петля – это спинка. Затем 1 петля линии реглана. Плечо 10 петель осталось. Плечо. После плеча опять идет линия реглана. Вот 1 петля. Затем у нас идет 20 петель, вот мы высчитали, на полочку. Полочка. И 10 петель мы добавили на планку. 10 планка. А теперь сложите все эти цифры, и в сумме у нас получается 135 петель. Значит, вот в чем ошибка всех. Когда вяжете с планкой, то перед делите пополам и от передней части, от половины, отнимаете полпланки, то есть 5 петель, вот как я, и высчитываете полочку. Но когда вы рисуете эту схему, вы даете уже на планку полные 10 петель. Еще раз заостряю ваше внимание, что вы, когда снимете окружность шеи, когда сделаете все расчеты вот по этой схеме, когда вы отнимете от переда, от половины переда половину планки, вот эти расчеты вы сделали, только после этого к общей сумме всех петель прибавляете 10 петель на вторую планку, которая будет накладываться. Только после всех расчетов. Вот в чем у многих ошибка. Они этого не понимают. Они сразу плюсуют 10 петель планки и начинают раскидывать. Это неправильно. Дальше. Поскольку мы будем вязать частичным вязанием, то есть мы с вами провяжем один ряд полностью, и потом будем провязывать вот в обратном направлении спинку, несколько петель брать, разворачиваться и вязать несколько петель от другого плеча. Опять разворачиваться и вязать несколько петель от другого плеча.
мы вяжем частичным вязанием. Для чего? Чтобы был росток. Спинка должна быть длиннее. Вот, спинка должна быть длиннее, чем перед. Нам нужно сделать расчет петель, как провязывать частичное вязание. Значит, петли плеча или рукава мы должны разделить на 4 части. Вот у нас осталось 10 петель. Мы 10 петель делим на 4 части. Получаем по 2 петли. Это будет 4 2 8 и 2 в остатке у нас. Вот плечо у нас. Значит, мы на 4 части делим 2, 2, 2, 2. 4 части. Но у нас 2 петли осталось. Мы эти 2 петли кидаем на первые петли от спинки. То есть одну петлю сюда и одну сюда. И получается, что у нас здесь вместо 2 петель будет 3. И здесь будет 3. И по 2 петли. В итоге у нас 10 петель. Так, здесь плечо. Значит, мы пишем в зеркальном отображении. То есть 3, 3, 2 и 2. Дальше. Полочку. Полочку делят на 6 или 8 частей. Мы разделим на 6. Вот у нас на полочку осталось 20 петель. Мы вот 5 петель убрали. У нас было 25, половина. 5 убрали, осталось 20. Вот у нас этот расчет. 20 мы делим на 6. У нас получается по 3 петли. 3 × 6 – 18 и 2 петли в остатке. Значит, на полочку у нас будет 6 раз по 3 петли. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но у нас осталось еще 2 петли. Вот эти 2 петли мы плюсуем вот к этим 2 первым цифрам. То есть здесь у нас будет 4, здесь будет 4, то есть 2 раза по 4 и 4 раза по 3 петли. Так, 12 и 8. 20 петель. Надеюсь, это понятно. Значит, 20 делим на 6 частей. Вот у нас части 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 частей. 20 разделили на 6. Это получается 3. 3 × 6 – 18. И 2 петли в остатке. И мы их плюсуем теперь в эту сторону. То есть с этой стороны. Здесь мы плюсовали с этой стороны, а здесь с этой. Значит, полочку мы тоже расписываем точно так же. 2 раза по 4 петли. И 4 раза по 3. 1, 2, 3, 4. Итак, связали мы с вами образец, рассчитали его плотность. Я надеюсь, вы его постирали, чтобы проверить, как себя поведет пряжа. После этого сделали расчеты. Значит, я должна по моим расчетам набрать 135 петель. Набирать я буду болгарским зачином с утолщенным краем, то есть в 2 нитки. Как набирать, я вам уже показывала в предыдущем видеоролике, но сейчас еще раз покажу.
Первые 2 петли мы набираем обычным методом. Дальше мы палец перебрасываем на другую сторону нити и провязываем. У нас палец автоматом уходит на свое привычное место. Теперь обычная классическая петля. Затем перебрасываем на обратную сторону. Провязываем обычную. Затем перебрасываем. Обычную. Перебрасываем. То есть, вот мы 2 петли обычным методом с вами набрали, а 3-я петля у нас пошла уже вот таким методом. А дальше у нас пошли парами. То есть, 1-я петля у нас идет обычным методом, а 2-я петля идет вот так, у нас палец расположен. Еще раз повторю, как я и раньше говорил. Если вы забыли, на чем вы остановились, то петли идут парами. Значит, 1-я петля от этой пары будет набираться обычным методом, а следующая палец перебрасываем. Обычная петля. Следующую палец перебрасываем на другую сторону. Обычная. 2-я петля, палец перебрасываем. Итак, вы набираете то количество петель, которое необходимо. Но можете набирать петли удобным для вас методом. Это уже ваше желание. Итак, набрала я 135 петель. Это те петли, которые мы высчитали. По крайней мере, у меня. Вот они. И первый ряд мы вяжем изнаночными петлями. Запаситесь маркерами, у кого какие есть. Вот, я пользуюсь всегда колечками от трубочек для коктейлей. И вяжем вот по этой схеме, вот по этой. Значит, вначале у нас идет планка. 10 петель. Мы с вами высчитали. Значит, кромочных здесь никаких нет. Мы их не добавляли. У нас ровно то количество петель, которые мы с вами высчитали. Первую снимаем. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это у нас была планка. 10 петель. Ставим маркер. Дальше у нас идет полочка. Здесь 20 петель. Вот мы с вами высчитали 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, скользкие спицы, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Вот 20 петель мы провязали. Ставим маркер. Затем у нас одна петля, это линия реглана. Вот она, линия реглана. Тоже провязываем изнаночный. И после линии реглана тоже ставим маркер. Затем у нас петли плеча. Вот у нас их 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плечо мы провязали, ставим маркер. После плеча идет линия реглана. Провязываем линию реглана и опять ставим маркер. Дальше вяжем 51 петлю спинкой. Провяжите самостоятельно. Вот я провязала 51 петлю. Это у нас спинка. Опять ставим маркер. И после спинки у нас идет одна петля линии реглана. Мы ее тоже провязываем. И ставим маркер. Затем у нас 10 петель плечо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставим маркер. После плеча у нас опять одна петля линии реглана. Мы ее провязываем и тоже ставим маркер. Затем полочка 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Полочку провязали. Ставим маркер. И дальше у нас петли планки 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, первый ряд мы с вами закончили. Теперь мы с вами вяжем лицевой ряд. Провязываем петли планки, вот их 10 штук. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Маркер переснимаем. Провязываем петли полочки, их 20 штук. Провяжите их самостоятельно. Вот я провязала 20 петель, это петли полочки. Дальше у нас идет линия реглана. Вот она отмечена. До маркера мы должны добавить одну петлю. Причем мы ее должны провязать изнаночной. Добавляем из протяжки. Маркер переснимаем. Линию реглана провязываем лицевой. Маркер переснимаем. И из протяжки тоже добавляем петлю. Причем провязываем изнаночной. Дальше провязываем петли плеча, 10 штук их, вяжем лицевыми, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До маркера из протяжки добавляем одну петлю, тоже провязываем изнаночной. Маркер переснимаем, линию реглана провязываем лицевой, вот линия реглана. Маркер переснимаем и из протяжки тоже добавляем одну петлю и провязываем ее изнанкой. Затем у нас идут петли спинки, 51 петля. Вяжем до маркера. Вот я провязала 51 петлю петель спинки. Затем у нас идет вот линия реглана. Перед ней мы добавим петлю из протяжки. И тоже провяжем изнаночной. Маркер переснимаем, провязываем линию реглана. Маркер переснимаем, добавляем еще петлю, тоже из протяжки. Провязываем первую группу 3 петли. 1, 2, 3. И поскольку мы вяжем укороченными рядами, мы вязание поворачиваем. Теперь мы делаем накид на правую спицу. И эту же спицу вводим в петлю. И эту нить рабочую затягиваем потуже. Вот у нас появилось тут 2 дужки. И дальше мы вяжем в обратном направлении. Вот добавленная петля у нас, мы ее провязываем в изнаночном ряду лицевой. Маркер снимаем, линию реглана провязываем
изнаночный, маркер переснимаем, добавленную петлю провязываем лицевой. Дальше мы вяжем в обратном направлении, провязываем петли спинки изнаночными петлями. Вот давайте самостоятельно их провяжем до вот этого места. И дальше я вам покажу. Вот провязала я все почти петли спинки. Вот здесь одна петля у нас была добавлена. Мы ее в изнаночном ряду провязываем лицевой. Маркер переснимаем. Линию реглана провязываем изнаночной. Маркер переснимаем. Здесь у нас была добавлена в том ряду изнаночной. Значит, здесь мы ее вяжем лицевой. Теперь мы переходим к плечу. Мы должны провязать только 3 петли. Давайте, здесь мы уже 3 петли провязали, вяжем эти 3 петли. Так, провязываем 1, 2, 3. Поворачиваемся. Снимаем лицевую петлю, которую мы провязали, и натягиваем. Вот у нас типа 2 дужки появились из одной петли. Натянули. И дальше возвращаемся, провязываем. Вот эта петля перед маркером у нас была изнаночная. Вот мы ее провязываем здесь изнаночной петлей. А перед маркером добавляем из протяжки еще одну изнаночную. Маркер переснимаем. Линию реглана провязываем лицевой. Маркер переснимаем. И здесь из протяжки тоже добавляем одну изнаночную петлю. И у нас была добавлена до этого тоже одна изнаночная. И мы возвращаемся. Так, вот здесь мы отметим, что мы эти 3 петли провязали. И возвращаемся назад и будем захватывать еще 3 петли. Значит, провяжите петли спинки самостоятельно. Вот они у меня идут лицевыми петлями. Вяжем до маркера. Ну вот, провязала я почти все петли спинки. Мы идем в этом направлении. Вот дохожу я до конца спинки. Довязываю лицевые. Здесь мы одну петлю добавляли изнаночной. Мы ее так и провязываем изнаночной. А здесь из протяжки добавляем еще одну петлю и тоже провязываем ее изнаночной. Затем линию реглана провязываем лицевой. Маркер пересняли. После линии реглана добавляем из протяжки тоже одну изнаночную. До этого у нас была добавлена, тоже провязываем изнаночной. Эти 3 петли мы провязывали, мы их сейчас провязываем
1, 2. А вот эту мы затягивали петлю. И вот здесь надо вам спицу ввести вот таким образом. Эти 3 петли мы провязали. И надо захватить следующие 3 петли. 1, 2, 3. И разворачиваемся. Теперь эту петлю мы снимаем. И просто натягиваем. Вот так затянули. И вяжем изнаночный ряд. Вот 2 петли мы уже добавили. Не знаю, тут видно, нет. Вот лицевая и лицевая. Вот мы их провязываем лицевыми. Маркер переснимаем. Линию реглана провязываем теперь изнаночной. Переснимаем. Вот у нас 2 лицевых после линии реглана, которые мы добавляли в лицевых рядах. И дальше вяжем спинку в этом направлении. Изнаночными рядами. Значит, давайте мы с вами отметим, что эти 3 петли мы с вами уже задействовали, то есть провязали. Значит, теперь мы спинку вяжем вот вправо. Значит, вы ее всю провяжите, дойдите до маркера, и дальше я вам буду опять показывать. Вот довязываю я петли спинки вот в этом направлении. Значит, это изнаночный ряд мы вяжем изнаночными. А вот здесь уже видно, 2 петли мы добавляли. Значит, мы их должны провязать лицевыми. Вот 1, 2. В изнаночных рядах мы петли не добавляем. Маркер переснимаем. Линию реглана провязываем изнаночной. Вот эту линию реглана мы провязали. Маркер переснимаем. 2 петли вот у нас видны лицевые. Мы их провязываем лицевыми. Затем провязываем изнаночными 1, 2. А вот здесь петлю мы затягивали. Вот тут получилось как бы 2 петли. 2 нитки вот есть. Значит, мы должны вот полностью их захватить. И дальше мы с вами захватываем следующие 3 петли. 1, 2, 3. Поворачиваемся. Эту петлю мы переснимаем вот таким образом. И натягиваем. Еще раз показываю. Вот у нас лицевая. Мы спицу правую заводим под нить и в петлю. И натягиваем. И вот у нас тут 2 нити. И вяжем в обратном направлении. Вот эти 3 петли мы с вами захватили. Теперь мы вяжем в этом направлении. Вот, значит, мы 3-ю петлю из 2-й группы провязали, последнюю,
под нить завели спицу и типа с накидом как сняли. И затянули. И вяжем обратно. Но теперь в лицевых рядах вот у нас 2 изнаночные. И перед маркером из протяжки добавляем 3-ю изнаночную петлю. Маркер пересняли. Линию реглана провязываем лицевой. Маркер пересняли. После маркера из протяжки опять добавляем петлю изнаночную. Добавили. И 2 изнаночные у нас уже здесь были. И дальше вяжем спинку в обратном направлении, довязывая петли спинки. Вот здесь 2 изнаночных, мы их в лицевых рядах провязываем изнаночными. Из протяжки добавляем изнаночную петлю. Маркер переснимаем. Линию реглана провязываем лицевой. Маркер пересняли. Из протяжки опять вывязываем изнаночную петлю. Затем у нас 2 петли идут изнаночными, которые мы добавляем раньше. И дошли мы вот до этих петель. Теперь у нас 2 петли мы должны захватить. То есть мы 6 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта петля, последняя в группе. Вот про нее не забудьте, что она провязывается вот так. 6. И захватываем 2 петли. 1, 2. И разворачиваемся. И опять мы петлю снимаем и натягиваем. Вяжем изнаночными. Вот видны лицевые петли уже добавленные. Мы их провязываем вот лицевыми петлями. Линию реглана провязываем изнаночной. Опять 3 лицевые. И далее вяжем спинку в обратном направлении. Значит, отметим 2 петли этих мы провязали. И теперь вяжем в этом направлении. Довязывая петли спинки, вот в этом направлении мы идем. Изнаночный ряд. Вот у нас лицевые петли. 1, 2, 3. Это петли, которые мы добавляли. Снимаем маркер. Провязываем линию реглана изнаночной. Маркер пересняли. 3 лицевых у нас петли дальше идет. 1, 2, 3.
Вот 3 петли, вот 2 группы по 3 петли мы уже провязали. Значит, нам нужно теперь 2 петли захватить. 1, 2, 3. И вторая группа. 1, 2. А вот здесь третья. Смотрите внимательно. Здесь как бы 2 петли. Вот так заводите. 2 петли хватаете и провязываем. И провязываем вот эти 2 петли. 1, 2. Поворачиваемся. Отмечаем, что мы эту группу провязали. И вяжем с вами в обратном направлении. Значит, спицу вводим под ниткой в петлю и натягиваем. Натянули, вяжем лицо, 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 лицевыми. Вот видны изнаночные петли. Значит, вяжем изнаночными. И здесь добавляем. Потом после маркера опять добавляем петлю. И вяжем в этом направлении. Значит, вы теперь провяжете самостоятельно. Провяжете так, чтобы у вас вот этих изнаночных петель, вот их 3, а должно быть 5. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше я вам покажу, как вязать. Вот смотрите, у меня уже 5 изнаночных петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. До маркера и после маркера. И вот вяжу я в этом направлении. Вот эти группы я уже провязала и дохожу вот до первой группы на полочке. Вот у меня предпоследняя лицевая. И вот здесь вот эта петля последняя. Вот она, где мы вязали укороченный ряд. Перед маркером я, конечно, добавлю петлю из протяжки и провяжу ее изнаночной. Маркер пересняли, линию реглана провязали, маркер пересняли. Здесь тоже мы с вами добавим из протяжки. Изнаночную. И провязываем 3 петли. 1, 2, 3. И поворачиваемся. Значит, вот именно в том моменте, когда у вас 5 изнаночных петель после маркера и до маркера, вот как я вяжу изнаночный ряд. Значит, эту петлю я снимаю и натягиваю. А изнаночный ряд вяжу лицевыми. А линию реглана все равно я вяжу в изнаночном ряду изнаночной. А остальные все лицевыми.
И даже провязываю вот эти петли тоже лицевыми, которые мы добавляли. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Это линия реглана изнаночной. И дальше все петли в изнаночном ряду лицевыми. Вот, теперь, значит, я отмечаю, что эту группу из 3 петель я провязала. И возвращаюсь назад к полочке, к первой группе. И также провязываю. Затем мы вяжем лицевой ряд. И где линия реглана добавляем по одной изнаночной петле. Значит, довязываю я до первой группы на полочке. 1, 2, 3. Поворачиваюсь. Эту петлю я переснимаю провязанную и натягиваю. Затем провязываю 1, 2. Это будет, получается, 3. То есть мы первую группу провязали. И вот здесь перед маркером я добавляю из протяжки изнаночную петлю. Переснимаю маркер, линию реглана лицевой, маркер переснимаю. И вот из протяжки добавим еще одну. Сейчас я вам хочу показать. Теперь мы вяжем лицевыми петлями. Вот видите, мы уже изнаночный треугольник закрыли. И здесь из протяжки добавляем снова изнаночную петлю. Маркер пересняли. Линию реглана провязываем лицевой, маркер переснимаем. И здесь тоже после маркера провязываем изнаночную. И дальше вяжем лицевыми. До следующей группы. Значит, здесь мы эту группу отметим. Мы ее провязали. И вот смотрите. Вот у нас треугольник из изнаночных петель. Здесь тоже треугольник из изнаночных петель. И дальше опять пойдет 5 петель. Вы будете добавлять, и у вас будет еще треугольник. Вот таким образом. Значит, дальше вы вяжете самостоятельно до полочки другой. Захватываете 3 петли, поворачиваетесь и следующий. И так вы вяжете до тех пор,
пока вы не задействуете все петли полочки.